8 до 1, 9, 9 до 1, 10, 10 и еще 1, 20. Hola, mis queridos. Сегодня поговорим о статистике в медицине и обсудим статью «Ученые как сборище мошенников» небезызвестного Юрия Мухина. Расскажу сначала свою историю. Больше 20 лет назад, когда я пришла работать в поликлинику, я столкнулась с мошенничеством. Я тогда не понимала, для чего это делается. В институте нас такому не учили. Приходила главврач и говорила: а в этом месяце вы должны принять 700 пациентов. Это не означало, конечно же, что мы реально должны принять 700 пациентов. У нас столько и пациентов-то не было, и вообще это физически невозможно. То есть разделите на 21 день, получится, что я в день должна принимать 30-35 пациентов. Это нереально за 3 часа приема или там по вызовам такое количество не бывает людей, даже в эпидемию. Значит, все это дописывалось. Вы прекрасно знаете, что вы не ходите в поликлинику, а карточка становится все толще и толще за счет вот таких вот дополнительных приемов. И я думаю, что я никому секрет не открыла. Далее. Подделывается статистика по причинам смерти. Я выписывала справки о смерти. Людей я этих, конечно, знала. Не всех вела лично я, как пациентов. Но справки о смерти выписываются по месту жительства. Знала, от чего они умерли. И вот пишу я справку. Человек умер от онкологии. Подходит главврач: нет, не пиши никакой онкологии, пиши сердечно-сосудистой. Я говорю: почему сердечно-сосудистой? Ну как, у него же сердце остановилось. Таким образом, у нас смертность от сердечно-сосудистой превышает смертность от онкологии. Я не знаю, как в реальности обстоят дела. Как вы понимаете, нет какой-то другой таблицы сводной, куда бы я вносила реальную причину смерти. То есть никто посчитать не может, какое количество людей умерло от того или иного заболевания. Далее, что касается, например, модных процедур. Я не всегда была, как сказать-то, антиврач. Наверное, года 3 первые работы я не была против этих процедур, ну просто потому, что я о них ничего не знала. По собственному желанию, то есть я никого в любом случае не заставляла. Но дальше такая история со мной произошла. Всех работников школы перед летним лагерем заставили привиться от, я, наверное, неплохое слово сказала, надо будет вырезать, от дифтерии. 50 человек. Так вот, из этих 50 на следующий день пришло на работу только 15. Смогли прийти. Остальные 35, собственно, ко мне же на приемы попали. Кто пришел сам, кто не дошел. Я вам скажу, у очень многих была полноценная картина дифтерии. Болели они по полной программе. У некоторых температура была до 40 и держалась долго. То есть это уже не 3% осложнения после этой процедуры и явно не легкие осложнения. Это у взрослых людей. То есть и тогда, когда я стала заполнять статистический талон, то есть после каждого приема мы должны заполнять статистический талон на пациента. По МКБ-10, это коды заболеваний. Вот, и я написала осложнение после процедуры. То есть там такой код был, сейчас уже номер точно не помню. И мне подходит, по-моему, старшая медсестра, это все контролировала, и говорит: Антонина Анатольевна, а у нас такой статалон не принимают, пишите ОРЗ. Вот. Это я впервые с этим столкнулась, а потом в каждой поликлинике, в которой я работала, было то же самое. То есть статистики по осложнениям, по этому, это не заболевание, как это, осложнение после процедуры, ее нет, не существует вообще. То есть никто никогда не проверял на таком количестве людей последствия. Ну, ее и сейчас, как вы понимаете, не существует, потому что человек сделал модную процедуру, потом умер, ему написали совершенно другое. Дальше я узнала 2 истории в поселке про туберкулез костей у детей, которым в роддоме делали процедуру БЦЖ. По теории у них не должно было возникнуть это заболевание, потому что эта процедура проводится с инактивированными бактериями. Я подбираю слова, поэтому медленно говорю. Вот. Но тем не менее дети заболели. Потом я еще узнала несколько историй после АКДС, я могу путать с АДСМ. В течение полугода у детей появлялся диабет 1 типа. То есть назвать это простым совпадением нельзя. Я сейчас лет
где-то в 18-19 вот этот самый антиврач. Вот. И если бы я сама не ушла из поликлиники, то меня бы оттуда ушли в самом начале вот этой вот безумия, которое началось по всей планете, потому что я однозначно бы ничего бы не носила и ничего бы не делала. И лечила бы я это как ОРЗ. Теперь обсудим статью «Ученые как сборище мошенников». Написана она еще в разгар безумия в 2021 году. Реальная работа и наука. Вначале Юрий Мухин рассказывает о США, что там происходит, как Байден призывает соблюдать масочный режим, раскритиковал за неандертальское мышление власти Техаса и Миссисипи, ослабивших ограничения, отменивший режим. По его словам, быть без маски – это быть неандертальцем, а нужно следовать науке. Почему так происходит? Дело в том, что наука, пишет Юрий Мухин, уже давно представляет из себя интеллектуальные отбросы общества. Я соглашусь. Подчеркну, не просто отбросы, а именно интеллектуальные отбросы, самую слабоумную часть образованцев. Да, читать это обидно, в это не верится, это возмущает, но это следует не из моих утверждений, хотя я и окончивший институт с красным дипломом, и впоследствии руководивший учеными, знаю, о ком говорю, а из результатов работы этих ученых мира. Я буду говорить о происходившем в СССР, но полагаю, что состояние с образованием в мире не очень сильно отличалось от советского и нынешнего российского. Хорошо, вот человек, даже тупой, получил диплом. А дальше что? А дальше работа в поле, на заводе, в больнице, работа, за результаты которой нужно отвечать. В мое время за ошибку в диагнозе врачам могли дать и тюремный срок. За отсутствие требуемого результата в реальном деле наказывали инженеров и руководителей. На заводе, на котором я работал, снятых с должностей инженеров никто и не считал, поскольку только осужденных судом инженеров и руководителей было 26 человек из 500. И поэтому на настоящую работу соглашались и соглашаются самые умные и честные выпускники вузов. Нет, они тоже боятся ответственности, но совесть или долг преобладают. А глупый и бессовестный интеллектуальный мусор с дипломом после его получения старается устроиться туда, где нет ответственности. Врачи и академики медицины. Чтобы не быть голословным теоретиком этого вопроса, обращусь за примером к медицине. Значит, здесь рассказывается история про Льва Ландау, который в 1962 году попал в автомобильную аварию с тяжелыми повреждениями. Это еще 1962 год, заметьте. Повреждение черепа и легких в районную больницу. Туда съехались все медицинские светила Москвы. Но спасли жизни ему не медицинские светила, а самый обычный, никому неизвестный врач, который всю жизнь работал, как говорится, в поле. В результате нейрохирург Федоров все же приступил к лечению. Академик Ландау, благодаря Федорову, сумел выжить. Но ввиду промедления с оказанием ему помощи этим настоящим врачом Ландау стал психическим инвалидом. Как говорила его жена, меня он вспомнил, а любовницу нет. У Ландау были сильно повреждены легкие, американцы прислали самолетом посылку с новым сильным антибиотиком. Так вот, получил эту посылку в аэропорту друг и соавтор Ландау, академик Лившиц. Лившиц и академики медицины, составлявшие консилиум по лечению Ландау, были уверены, что Ландау умрет, а лекарства такого в СССР еще не было, и оно на черном рынке стоило баснословно дорого. Так вот, академик Лившиц устроил небольшую коммерцию. Он не передал всю посылку в больницу для лечения своего друга, а выдавал антибиотик поштучно, ампулами. Остальные ампулы он продавал за хорошие деньги тем, кого к нему направляли академики консилиума по лечению Ландау. Американский антибиотик оказался эффективным, раны у Ландау зажили. Но после этого 3 года у него были проблемы с кишечником, потому что вот эти академики от медицины не давали ему ни статин, который полагается давать вместе с антибиотиком. В результате это подорвало его здоровье, и через 3 года в конечном итоге он умер от отрыва тромба. В те и последующие годы особенно много академиков медицины набилось в 4-й главке Минздрава СССР. На посту главы СССР скончались в многоопытных руках кремлевских медиков Брежнев, 76 лет, Андропов, 70, Черненко, 74. Причем эти трое еще задолго до смерти выглядели так, что краши в гроб кладут. Итого под опекой кремлевских медиков доживали в среднем не более 73 лет. Скончались своей смертью на пенсии Молотов в 96, Маленков в 86, Луганин в 80. И так происходит во всех отраслях науки. Со временем это уже стало правилом. Умные, совестливые выпускники вузов шли в реальное дело, а бессовестные дураки шли в науку. В науку еще шли энтузиасты, и те, кто искренне хотел раскрыть тайны природы, но представьте, каково им было работать в толпе бессовестных дураков. И тут возникает вопрос, а кто платит таким ученым? У кого хватает ума обеспечивать их деньгами? Сначала займемся Западом. Огромную роль стали играть деньги, гранты из благотворительных фондов. Еще в первой половине прошлого века такого глупого расточительства не было, поскольку на научные исследования деньги выделяли лично сами заработавшие деньги богатые люди, сами дельцы, поэтому глупые бездельники на Западе в ученые не лезли. Умирает, скажем, какой-нибудь продвинутый миллиардер, вроде Билла Гейтса, здесь, наверное, с надеждой написано.
А этот миллиардер перед смертью создает на основе своего богатства фонд. А этому фонду из процентов с капитала завещает выдавать гранты. Что происходит с деньгами? Кто ими распоряжается? Выдают деньги на научные исследования некие бюрократы, которые ловко устроились в этот фонд управляющими капиталов. Часть этих управляющих вкладывает деньги миллиардеров в коммерческие дела и немножко остается ученым в виде грантов. Эти бюрократы работают в этом фонде всю жизнь и получают хорошую зарплату. Поэтому умерший миллиардер, не пожелавший кормить своих детей, в первую очередь начинает кормить этих бюрократов. И только во вторую очередь науку. И нужные миру исследования финансироваться не будут. У тех бюрократов, которые выдают деньги на гранты ученым, одни откаты чего стоят, работа очень непыльная, и им очень не хочется ее лишаться. Вот, к примеру, вы дебил, устроившийся в фонд, и к вам приходит настоящий исследователь, просит 50 миллионов под исследование мирового эфира. И британские ученые, которые просят 50 тысяч под выяснение вопроса преимуществ женщин с большими ягодицами. Кому вы дадите деньги? Это же понятно. Дашь деньги под эфир, академики физики хором заводят, что в природе эфира нет, и ты дурак. А за женские ягодицы кто кого осудит? Отсюда стремление этих спонсоров платить понемногу. И под примитивно понятные результаты. Типа, если пить Виагру, то проживешь на 15 лет больше. Результаты таких исследований любому дебилу понятны и посему приятны. Никто тебя не осудит и критиковать не будет. А дебилам, читающих результаты таких исследований, все равно, что читать, что новости науки, что новости порнозвезды. Итак, ленивые интеллигенты, или в скобочках дебилы, в числе тех, кто распределяет гранты, заказывают дебильные исследования, а дебильность исследований ведет к притоку для работы в науке неумных людей, а дебильной интеллигенции. Вот вам и мировая пандемия дебилизма, которая более реальна, нежели, к примеру, эпидемия СПИДа, мифического вируса, материального, состоящего из молекул объекта, якобы уничтожающего иммунную систему. И то, что состоит явно не из молекул, и неизвестно, где находится, и неизвестно, как выглядит. У глобального потепления и манипуляции статистикой. Чтобы понять, на какой стадии факты превращаются в дутые сенсации, исследователи проанализировали 462 пресс-релиза на медицинскую тематику, выпущенные 20 ведущими университетами Великобритании в 2011 году. Было установлено, что уже в 40% релизов содержатся необоснованные рекомендации на тему здоровья, и в 33% сомнительно причинно-следственные связи, а в 36% выводы сделаны на основе опытов над животными, неоправданно проецируемых на людей. По опросу 1500 ученых о воспроизводимости результатов научных исследований до 70% исследователей сталкивались с невоспроизводимыми экспериментами и результатами, то есть откровенно лживыми. Самым громким из научных скандалов этого века был скандал с южнокорейским биологом Усукхваном. Этот ученый, специалист по клонированию, был увлечен в фальсификациях своих сенсационных работ, но корейцы, отдадим их должное, не дали замолчать эту подлость, как это пытались сделать европейцы. Предположим, что я продавец носков и хочу выйти на рынок больных раком. Я бы предложил провести исследование следующим образом. Все мужчины с раком простаты тестируются на цвет своих носков. Какими бы ни были результаты, в любом случае одна группа будет иметь лучшие показатели выживаемости, чем другие. Предположим, из группы с синими носками выживают 6% по сравнению с 4% во всех остальных. Я бы напечатал рекламу на глянцевой бумаге и представил ее врачам в отеле премиум-класса, заявив, что синие носки увеличивают продолжительность жизни на 50%. Только после этого нам понадобится ученый, чтобы объяснить, почему люди с синими носками живут дольше. Возможным объяснением могло быть то, что синие носки посылают световые волны с частотой 400-500 нанометров, а самые последние исследования в США, всегда хорошая фраза, показали, что клетки рака предстательной железы могли быть уничтожены быстрее, когда подвергаются этой частоте в лаборатории. Обязательно включите это утверждение. Это исследование требует дальнейшего изучения, но первые результаты настолько многообещающие, что мы можем надеяться выпустить оптимизированные раковые носки через 3-4 года. А еще я вам расскажу о некоторых мифах, в которые мы верим с детства. И я уверена, вы сейчас тоже удивитесь. Очень часто рассказывается такая история про лягушек, которую посадили в кипяток, и она сразу выпрыгнула, и другую, которую медленно варили. Так вот, это неправда. И та, и другая лягушка выпрыгнут. Другой миф. Все вы слышали про эксперимент 25, про мышек, помещенные в идеальные условия, и которые через какое-то время перестали плодиться. Почему мы решили, что эти условия идеальные? Это закрытое помещение, ограниченное в размерах. Мы не знаем, чем кормили этих мышей, чем поили. То есть в любом случае они уже были ограничены в движениях. Они не могли выбрать себе генетически подходящего партнера, да, то есть у них все равно был какой-то ограниченный круг знакомств, скажем так. То есть, скорее всего, это даже были межродственные связи. Поэтому причин для вырождения этой популяции могло быть очень много. Еще два примера. На Крамоле рассказывали про Нобелевскую премию. Посмотрите, если это видео еще есть. Про то, что она очень неоднозначна и непонятно, кому дается. Вот, например, два открытия, за которые давали Нобелевскую премию. За открытие Helicobacter pylori и открытие холестерина как виновника атеросклероза сосудов. У доктора Берга есть видео про
препараты статины, как лечение от повышенного холестерина. И вот он тоже там рассказывает о манипуляции. Было проведено исследование, взято 2 группы, которые принимали аторвастатин и которые не принимали плацебо. Взяли анализы на холестерин до и после исследования. Так вот, группа, которая принимала аторвастатин, 99% из них холестерин уменьшился из 100. Во второй же группе плацебо 98%. Вот они результаты предоставляют как 50%. В любой статье внизу будет маленькими буквами. Это как вы едете, видите рекламу. Институт, какой там сейчас модный, Синергия, готовит лучших специалистов. И там внизу эта реклама написана по версии Института Синергии. Вот приблизительно такая история. То есть после этой статьи там внизу будет маленькими буквами написано по версии этих исследований. Вот так. Sometimes